Приехали. Утиль-сбор улетел в космос, так как на складах миллион непроданных новых машин. Главными пострадавшими будут обычные граждане. Одна ненормативная лексика по этому поводу на устах. Специально 160 лошадей выбрали, а главное, ничего адекватного взамен-то предложить не могут. Ни своего, ни китайского. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. На днях на федеральном портале проектов нормативных актов был опубликован проект постановления правительства РФ, которое пока не имеет номера. Этим документом с 1 ноября 2025 года будут внесены поправки в постановление номер 1291 от 26 декабря 2013 года по расчету размера утилизационного сбора. О ключевом изменении отмене льготного утиля на машины мощностью свыше 160 лошадиных сил мы сообщали еще 27 июня сего года. После этого коллеги-журналисты буквально завалили пресс-службу Министерства промышленности и торговли запросами, и министр Алиханов подтвердил информацию о грядущей реформе. Напомним, что льготный утиль для машин с ДВС рабочим объемом свыше 3 литров отменили еще постановлением правительства РФ номер 1255 от 13 сентября 2024 года. С 1 ноября 2025 года льготный утиль не смогут оформить и те, кто ввозит машину для личного пользования с мотором мощностью свыше 160 лошадиных сил, вне зависимости от рабочего объема ДВС. Однако обо всем по порядку. Если прежде утиль для легковых машин категории М1 зависел только от литража и возраста до 3 лет и старше 3 лет, то теперь добавился еще один показатель – мощность. В упомянутом проекте постановления она указана в киловаттах. Напомним, что в инженерных расчетах применяется именно эта размерность, а не лошади, и именно в киловаттах указана мощность в сертифицирующих документах на автомобиль ОТТС, ЗОТТС, ЗОИТС, СБКТС. Уточним, что Минпромторг использует для перевода из киловатт в лошади коэффициент 1,35. Итак, начнем с тех, у кого останется возможность ввести машину по льготному утилю, составляющему 3400 рублей для экземпляров в возрасте до 3 лет и 5200 рублей свыше 3 лет. Первый случай, если на ввозимом автомобиле установлен мотор не более 1000 кубиков и его мощность не превышает 117 киловатт, льгота сохранится. Умножаем 117 на 1,35 и получаем 160, искомые 160 лошадиных сил. Если на литровом моторе мощность выше указанной, придется заплатить как минимум 256 тысяч рублей утиль сбора, даже при ввозе машины для личного пользования. Второй случай. Если на ввозимом автомобиле установлен мотор объемом свыше 1000 кубиков, но не более 2000, и его мощность не превышает те же 160 лошадиных сил. Если превышение есть, то заплатить придется минимум 750 тысяч рублей, даже если машина предназначена для личного пользования. Третий случай. Если на ввозимом автомобиле установлен мотор свыше 2000, но не более 3000 кубиков и его мощность не превышает те же 160 лошадиных сил. В противном случае заплатить придется минимум 1 миллион 922 тысячи рублей. Для моторов свыше 3 литров льгота, как и прежде, не предусмотрена. Какой бы ни была мощность, заплатить придется минимум 2 миллиона 153 тысячи 400 рублей за машину с мотором от 2 до 3 литров и минимум 2 миллиона 742 тысячи за авто с мотором от 3,5 литров. Наконец, четвертый случай. Для любителей зелени. Если на ввозимом электромобиле или последовательном гибриде суммарная мощность электромоторов не превысит всего-то 58 или 80 лошадиных сил, для них тоже доступен льготный утиль. Друзья, для тех, кто планирует покупку автомобиля, хотел вам порекомендовать рассмотреть покупку под заказ из Японии, Кореи или Китая. Сегодня это как никогда выгодно, ведь вы не платите коммерческий утиль-сбор, накрутки продавцов, по сути привозите себе авто по себестоимости. Выгода сегодня до 40% с рынком РФ. К тому же в странах Азии нет скрученных пробегов, у них хорошая
хорошее, а самое главное прозрачное техническое состояние автомобилей. Если хотите приобрести авто выгодно, в этом вам поможет Автоазия. Ребята работают давно, честно и качественно. Выполняют полный спектр услуг от подбора авто за границей до растамаживания и отправки к вам в город. Проведут всю процедуру под ключ. Они ведут свой YouTube канал, где освещают всю свою работу, также рассказывают все тонкости и подводные камни в этой сфере. Рекомендую подписаться. Также у ребят есть свой сайт, где каждый желающий может абсолютно бесплатно рассчитать любой автомобиль. Ну и собственно телеграм-канал, где ежедневно публикуют покупки клиентов со всей России, также последние новости и цены. Автоазия уже больше 6 лет на рынке и заработали твердую репутацию надежного поставщика автомобилей, о чем свидетельствуют сотни отзывов довольных клиентов. За покупкой автомобиля в Автоазию по ссылкам в описании, а мы идем дальше. Мы видим, что правительство ставит заградительные барьеры для серого ввоза электромобилей и последовательных гибридов, а равно мощных машин с ДВС. Таким образом, главным выгодоприобретателем новых правил становится АО «Кама», которая теоретически еще не утратила шансов на запуск серийной сборки электромобилей «Атом», хотя есть большие сомнения. И Мотор Инвест, который выпускает на заводе в Липецкой области электромобили и последовательные гибриды марок Эволют и Воях. Эти предприятия имеют льготный режим по начислению утиля, куда как менее зависящие от локализации, чем у производителей автомобилей с ДВС. Теперь скажем несколько слов о новых правилах расчета. Машины категории М1, как и прежде, разбиты на следующие группы. Зеленые – электромобили и последовательные гибриды с ДВС объемом от 1 литра, с ДВС от литра до 2, с ДВС от 2 до 3 литров, с ДВС от 3 до 3,5 литров и с ДВС свыше 3,5 литров. Для каждой из этих групп предусмотрена одинаковая шкала 16 диапазонами мощности. Первые 7 до 80 лошадиных сил включительно, от 80 до 100 лошадиных сил, от 100 до 130, от 130 до 160, от 160 до 190, от 190 до 220, от 220 до 250. Последний диапазон включает машины с мотором мощностью свыше 500 лошадиных сил. Из сказанного ясно, что универсальные расчетные шкалы явно избыточные, потому что не бывает 3,5 литрового мотора мощностью в 100 лошадиных сил, равно как и не бывает 1,6 литрового мотора мощностью свыше 500 лошадиных сил, если только речь не идет о болиде Формула-1. Кстати, если бы некто задумал завести в Россию легковушку с таким мотором, в промежутке с 1 ноября по 31 декабря 2025 года ему пришлось бы выложить за нее 2 миллиона 668 тысяч рублей утиля. При этом за электромобиль или гибрид по самой мощности градации придется отдать в этом временном промежутке уже 3 миллиона 40 тысяч рублей, то есть в 4,5 раза больше, чем сейчас. Но это не предел. Коэффициент по новой сетке будут расти год от года и достигнет своего пика в 2030 году. За автомобиль в возрасте свыше 3 лет с мотором свыше 3,5 литров и мощностью свыше 500 лошадиных сил нужно заплатить 10 миллионов 81 тысячу рублей утиля. Даже трудно представить, в какую сторону дальше Минпромторг будет развивать новую схему начисления утилизационного сбора. Кстати, важный момент. Все приведенные расчеты верны в том случае, если Минпромторг с вводом новых коэффициентов, именно они зависят от объема и мощности, сохранил прежнюю базовую ставку в 20 тысяч рублей, на которую умножается каждый коэффициент. Между тем, 12 сентября в пресс-релизе ведомства было отмечено, согласно предполагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя. Эта цитата разошлась по всей отраслевой прессе, хотя в проекте постановления о новом расчете утиля об изменении ставки ничего не сказано. Либо в пресс-релизе Минпромторга вкралась ошибка, либо министерство должно в ближайшее время выйти с разъяснениями, хотя, видимо, мы все-таки правы в своих рассуждениях. Давайте посмотрим, как изменился утиль на машины, возимые для личного пользования с мотором от 1 до 2 литра, мощностью
мощностью 160-250 лошадиных сил. Раньше покупатели этих автомобилей платили льготный утилизбор 3400 рублей за экземпляр до 3 лет и 5200 рублей за экземпляр свыше 3 лет. А сейчас суммы куда выше. Смотрим таблицу и не забываем, что рассчитанный размер утиля действует только с 1 ноября 2025 года по 31 декабря 2025, потом он будет выше. Они ведь видят в этом какую-то логику. Повышать утилизбор не в 2, в 5, 10 раз, а сразу в 300-500. А почему бы сразу не в миллион раз? Сути дела это не меняет, просто рандомные значения, которые подтверждают абсурдность всей этой ситуации. Со временем, думаю, прикроют любой ввоз. Кроме дилеров и продажи собранных внутри, потом прихлопнут старые машины. Вначале нежно, с предварительными ласками, а потом раз, и ты ее не сможешь нигде застраховать. Или сняв с учета и продав, следующий хозяин поедет ставить на учет. А без страховки не ставят, а страховать отказывают. И вроде бы никто не запрещает, но без техосмотра. А там старше энных лет не осматривают. И куда жаловаться и кто виноват? Не вижу причин, чего и кого им стесняться. Им так выгоднее и проще. Даже странно, почему так долго терпят. А впрочем, мы ведь это все заслужили, как в фильме «Не смотри наверх». Теперь никогда принципиально не куплю российскую машину. Напишите в комментариях, почему утилизация дороже производства. Ну и обещанная мною шутка. Когда жена вернулась с пивом, включила футбол и начала раздеваться, муж понял, что машину уже не восстановить. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.